Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачних заварних сирних булочок. Називаються вони гужери. Подати їх можна як смаколики до чаю, так і до обіду, навіть на святковий стіл, в якості самостійної закуски або чимось нафарширувати. Перед вами все те продукты, которые понадобятся для теста. Точное их количество я, как всегда, указываю в рецепте, найдете его под видео в описании. Еще сыр. Я его натерла на мелкой терке, затянула пищевой пленкой и оставила в холодильнике, чтобы не согревался, не слеживался, тогда он лучше размесится в тесте. К сливочному маслу, оно уже комнатной температуры, добавила горячую воду, щепотку соли и ставлю на средний огонь. Обязательно закрываю крышкой, чтобы меньше выпаривалась влага. И довожу до кипения. Вода с маслом только-только закипела, уменьшаю огонь, делаю его чуть больше минимального. Высыпаю сразу всю муку, я ее предварительно просеяла. Если остаются слежавшиеся комочки, они очень тяжело расходятся в тесте. И завариваю. Можно на это время даже снять с огня. Хорошо растираю тесто до однородности, чтобы разошлись все комочки муки. Для этого подойдет плотная силиконовая лопатка. И когда оно уже собирается в гладкий однородный комок, огонь немного увеличиваю, но все равно делаю его меньше среднего. Если убирали с огня, то возвращайте. И подсушиваю тесто еще пару минут, растирая и переворачивая с одной стороны на другую. Подсушиваю со всех сторон. На донышке кастрюли образуется белый налет. Это так и должно быть, соскребать его не надо. Вот такое оно однородное, гладкое. Перекладываю в миску и не спеша перемешиваю, остужаю, чтобы можно было добавить яйца, чтобы они в горячем тесте не сварились. Проверяю рукой. Если не печет, значит можно добавлять яйца. И добавляю их по одному. 4 яйца добавляйте смело. И каждое хорошо умешивайте в тесто до полного соединения. Первые 2 умешиваются хуже всего, пока тесто еще плотное. Потом уже будет легче. И я тесто замешиваю руками, это несложно и недолго. Вы же можете воспользоваться миксером, только берите венчики не для взбивания, а для замеса теста. Первое яйцо хорошо умесилось, тесто однородное. И так добавляю 4 яйца, каждое умешивая до полного соединения с тестом. На этом этапе не спешите, хорошо перемешивайте. Тогда тесто получается гладкое, однородное, без комочков. Время от времени зачищайте лопатку, чтобы оно вымешивалось равномерно. Вот 4-е яйцо хорошо соединилось с тестом. Получается оно вот такое вот гладкое, глянцевое. Но для заварнушек еще достаточно плотное. Они не поднимутся, останутся такими же комочками, какими вы его отсадили. Поэтому последнее перемешиваю вилочкой, чтобы можно было его добавлять частями. И покажу вам, как я проверяю тесто на готовность. Но я уже сказала, оно сейчас достаточно плотное. Вот так вот выравниваю и делаю борозду пальцем. Достаточно глубокую, где-то сантиметра на 2-2,5. Видите, она совсем не закрывается, остается такая же, какой я ее сделала. Значит, тесто плотное. Добавляю где-то 1/3 яйца. Чистый вес яиц 273 грамма. Я брала нулевую категорию. Если останутся, в скобочках я укажу, сколько мне понадобилось. Но их количество зависит в первую очередь от качества вашей муки и от того, насколько вы подсушили тесто. Проверяю еще на текучесть. Вот посмотрите, оно долгое время не стекает с лопатки. Висит конусом, как и положено, такой косыночкой. Но держится на лопатке и не хочет стекать. Поэтому добавляю еще немного яйца. Здесь очень важно не сделать его жидким, потому что муки просто так добавить не получится. Поэтому добавляйте яйцо по чуть-чуть, проверяйте так, как я вам показываю, на бороздочку, на текучесть, и вы не упустите этот момент. Видите, я поднимаю его с донышка, чтобы тесто вымешивалось равномерно. Не только верхнее,
И зачищать миску здесь, знаете, не просто хочу, не хочу, а надо обязательно. Потому что если тесто засыхает, булочки плохо поднимаются. Сейчас снова его проверю, провожу. Смотрите, быстро начинает закрываться. Видно, что тесто стало намного мягче. Можно сказать, что оно готово. Вот такое должно получиться тесто. Глянцевое, однородное, в меру текучее. Еще раз покажу. Вот спадает большим кусочком и остается висеть косыночкой. Вот столько его на лопатке. Осталось добавить сюда сыр. Достала его из холодильника. Видно, что он не слежался, остается такой же пышный, как будто бы только-только я его натерла. Вымешиваю хорошо, чтобы он не собирался в комочки, а равномерно разошелся в тесте. Добавила 70 грамм, хотя можно и больше. Но мне нравится такое количество. Вкус сыра хорошо чувствуется, и тем более я их еще засыпаю сверху. Так что сыра достаточно. И в это время уже включила духовку, температура 200 градусов. Пока я вымешу тесто, отсажу его на противень. Духовка должна быть нагрета. Отсаживать буду кондитерским мешком, и выбирайте плотный, чтобы он выдержал давление. Это все-таки не крем, а тесто. И вот такая вот насадка, обычная, круглая, на выходе 1,3 сантиметра. Одеваю мешок на руку вот таким вот образом и набираю в него тесто. Собираю сразу все. Для выпечки взяла силиконовый перфорированный коврик. Ничем его не смазываю, только для удобства делаю разметку. Диаметр этой формочки 4,5 сантиметра. Если такого коврика нет, возьмите силиконизированный пергамент для выпечки. К нему тоже ничего не прилипает. Не делайте их очень плоскими, отсаживайте вот так вот в высоту. Тогда они получатся после выпечки более круглыми. И это старый рецепт заварного теста. На нем я готовила все то, что есть на моем канале. Только изменила количество соли, уменьшила. Из-за того, что добавляю сыр, чтобы гужеры получились не пересоленные. Отсаживайте обязательно на расстоянии, потому что те булочки, которые слипаются при выпечке, получаются не такие надутые, не такие высокие. Приседают на местах слипа, получаются деформированными. Остальное тесто я таки оставляю в мешке, не отсаживая на второй листик, чтобы сверху они не брались корочкой, не подсыхали. Иначе плохо поднимутся или вообще не поднимутся. Насадку закрываю пищевой пленкой, чтобы тесто не подсыхало. Здесь тоже подворачиваю, и в таком виде оно пролежит столько, сколько вам надо. Теперь мокрым пальцем придавливаю хвостики, выравниваю. Вот к этому времени уже нагрелась духовка. Сверху засыпаю сыром, укладываю по хорошей щепотке и сразу же выпекаю. Гужеры испеклись, выпекались они 20 минут при температуре 200 градусов и 10 минут при температуре 180 градусов. На последние 3 минуты я дверцу духовки приоткрыла на карандаш, чтобы выходил лишний пар, чтобы они подсушивались. На среднем уровне духовки режим подогрев вверх-вниз. Вот такие они получились кругленькие, при выпечке хорошо поднимаются, ароматные, очень ароматные, пахнет теплым сыром. Пока эти гужеры остывают, я включила духовку снова на 200 градусов, чтобы она нагрелась, и отсаживаю следующие. Размер гужеров может быть разный. Побольше или поменьше, это какие вам нравятся. И смотря для чего вы их делаете. Если кушать просто так, то можно сделать поменьше. Если чем-то нафаршировать, и, кстати, можно подавать как бутерброды. Разрезать, срезать шапочку, середину заполнить взбитым сливочным сыром вместе со сливками. Конечно, без добавления сахара. А дальше уже наполнение, какое вы хотите. Кусочек красной рыбы или икра. Можно также добавить свежего огурчика, зелень, укроп, петрушку на ваш вкус. Но и без наполнения эти булочки очень вкусные. Первые гужеры полностью остыли, вторые пекутся. Снимаю их с коврика. Показываю вам. Если вы готовили зефир, то вот точно так же. Пальцем поддерживаю и аккуратно оттягиваю. Видите, они не оседают, остаются такие же надутые, кругленькие. Показываю вам донышки, все они ровненькие.
целые. Вот такая красота получается. Такие мячики. Как ее помыть? В листик набираете горячую воду без моющего. Оставляете на некоторое время, все это откиснет. Под напором воды, тоже горячей, промоете, и все. Сеточка будет чистая. Повесите на 2 прищепки, пусть высохнет, и пользуйтесь дальше. Пока гужеры свежие, сверху они хрустящие, подсушенные, а в середине мягкие. На следующий день они полностью становятся мягкими, как в середине, так и сверху. А как бы вы их ни хранили, хоть в закрытой таре, хоть просто так на тарелочке, они все равно будут мягкими. Но я думаю, до следующего дня они у вас не долежат. Если семья большая, то съедите сразу. Ароматные, вкусные, сырные. Кстати, их вкус зависит от того, какой вы добавите сыр. Вот такие пустотелые. И тесто в середине должно оставаться мягким. Не высушивайте его полностью, иначе получатся просто сухарики. Вот такое оно нежное, влажное, не сырое, а только влажное. Видите, оно не прилипает к вилочке, не тянется за ней. Но видно, что очень мягкое. Готовьте с удовольствием і приятного вам чаєпітія. Якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.